Давненько не было видео о боевом континенте. Надеюсь, вы соскучились по ним, я уж точно. Хуэйхао и его команда успешно прошли первый этап турнира. У них сложилась довольно хорошая связь и взаимопонимание. Что особенно удивительно, так это слияние трех духов Хуэйхао и Вандуна. Это можно назвать идеальным сочетанием. Как сказал Ледяной Шелкопряд, совместимость составила 100%. И здесь же в аниме прямо подтверждается, что у Вандуна, как и Хуэйхао, 3 боевые души. Это довольно необычно. Однако теперь понятно, почему у Вандуна второе кольцо тысячелетнее. Из-за его 3 духов, каждый из них улучшил его телосложение, так что он может обладать тысячелетним духовным кольцом, находясь всего на 20 ранге. Возникает главный вопрос, что же дает такое слияние? Одно из преимуществ – это двойная скорость культивации, пока они находятся в состоянии объединения духов. Также каждый из их духовных навыков будет усилен после слияния. И это было не просто как 1 + 1 = 2. Его мощь не только удваивалась, но и потребляемая духовная сила уменьшалась вдвое. Другими словами, расход духовной силы после слияния был чрезвычайно мал. Из-за этого их нынешнее состояние нельзя было считать слиянием боевых духов, точнее было бы назвать это синтезом духовной силы. Еще один бонус – в процессе слияния Хуэйхао может использовать намного больше силы от миллионного кольца Ледяного Шелкопряда. Всякий раз, когда духовные силы Хуэйхао и Вандуна сливаются, выносливость тела также увеличивается. И поэтому сила их духовных умений соответственно возрастает. По сути, это большое преимущество для них, даже на низких рангах. Кажется, в турнире это слияние сыграет важную роль. А в следующем этапе турнира противники команды Хуэйхао намного сильнее, чем ранее. Среди них есть как мастер 31 ранга, так и очень редкий и уникальный дух поддержки – Пагода 7 сокровищ. Да, это такой же дух, как у клана Нинранрон, сильнейший дух поддержки на континенте. А значит, спустя 10 тысяч лет все еще живые потомки клана 7 сокровищ. Сражаться с командой Нинтянь довольно непросто. Ее первый духовный навык значительно увеличил скорость ее компаньона, в то время как второй мог развеять любые негативные или сдерживающие эффекты, с которыми сталкивались ее товарищи по команде. Тем самым она возвращала ее товарищей в их пиковые боевые состояния. С таким противником прекрасное сотрудничество между Хуэйхао и Вандуном наконец достигло своего пика. Под руководством силы Шелкопряда их боевые души достигли удивительно совершенного слияния. Шокирующий дебют оригинальной боевой техники слияния душ, увядание в сиянии, золотая дорога. Подобно падающей звезде в ночном небе, разрушительная сила этого умения поражает воображение. Переплетение судеб заставило 2 юных мастеров создать шокирующую технику, и их боевые души расцвели ярко, как рассвет континента боевых душ. Таинственный красный дух, словно дракон, доминирует над толпой. Боевая душа одной из участниц противников, красный дракон, ослепительна. Дуэль между ней и Хуэйхао была похожа на противостояние между небом и землей, с ожесточенными атаками. Это был второй духовный навык Ву Фэн – ярость дракона. Хотя стеклянная пагода 7 сокровищ Нинтянь находилась на абсолютной вершине среди духов вспомогательной системы, но разве духовные глаза Хуэйхао не были вершиной среди боевых духов системы контроля? Он, полагаясь на свое духовное обнаружение, противодействовал всем преимуществам пагоды 7 сокровищ. А Сяо-Сяо в критический момент активировала свой второй дух, что стало большой неожиданностью для всех. 2 ее желтых духовных кольца были заменены одним желтым кольцом на втором духе. Котел разрушения духа просто плавал над ее головой, в то время как в ее руках появилась флейта нефритового цвета. Сяо-Сяо теперь казалась такой же, как фея, поскольку она держала флейту в руках. Когда мелодия ее игры быстро распространилась, движения противников внезапно стали вялыми, пока они подготавливали свои духовные навыки. Двойные боевые духи. Почти все в аудитории ахнули от удивления. Хотя у второго боевого духа Сяо-Сяо было только одно кольцо, она продемонстрировала мощь мастера духа инструмента системы контроля. Что касается качества, между ее флейтой 9 фениксов и пагодой 7 сокровищ Нинтянь все еще был большой разрыв. Ее первое духовное умение могло только уменьшить скорость противников на 20%. Однако, хотя это было так, этого все же было достаточно, чтобы значительно повлиять на Ву Фэн и Юньер, которые уже приспособились к своей увеличенной скорости движения. Это в свою очередь сдерживало их атаки на Вандуна. Ну и конечно же не обойдется без объединения сил Хуэйхао и Вандуна. Это даст огромное увеличение мощи любого навыка. Кажется, этот бой будет очень интересным и зрелищным. Вот это тот боевой континент, который мы любим. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такое мощное слияние Хуэйхао и Вандуна. Подписывайтесь на канал и всем пока.